Кузнецов Игорь Владимирович, 49 лет, председатель правления клуба «Инваспорт» с 2008 года, мастер спорта по лыжным гонкам. В 1995 году у меня произошла травма позвоночника, частичная парализация ног. Пришлось где-то 1,5 года восстанавливаться. Жизнь поменялась кардинально, то есть у меня была семья, то есть мы там развелись, изнурительные занятия, да, там, идеомоторные тренировки, когда там часами лежишь, приказы в голове даешь, чтобы ступни шевелились, там, за полгода какие-то там 1-3 миллиметра движения там, в большом пальце только появились за полгода. Потом, когда познакомился с ребятами, понял, что положить жизнь, чтобы встать, да, не факт, что ты встанешь. И уже хотелось жить немножко другой жизнью. Если занимаешься, то ты крепок и здоров. Но стоит бросить месяца на 2, все это улетучивается, и приходится начинать все сначала. Ну а после такой продолжительной лёжки в кровати, все это было тяжело восстанавливать. Катался на стадионе на школьном, там, хватало мне там, ну, грубо говоря, там, на 2-3 километра. Когда я уже после Гренландии увлекся посерьезнее лыжными гонками, уже летние тренировки начались. Один такой веселый момент, когда я 10 километров никогда не бегал, то есть там 5-7, а тут надо было бежать гонку 10 километров. И тренер у меня стоит, Олег Петрович, с термосом чай. Ну и кричит: ты чаю попьешь? Я не знал, что как в соревнованиях люди там пьют воду. Я остановился, мне налили из термоса это, я спокойно попил, мимо проносятся спортсмены, я попил, мне тренер: ну что, дальше-то поедешь? Я говорю: поеду. И поехал. Ну и потом ребята уже такие: ну ты даешь, у тебя не соревнования, говорю, чаепитие там. И уже потом я посмотрел, как пьют, что на ходу хватает там небольшую баночку, там раз, глоточек выкидывают и едут дальше. Никто это не останавливается и не пьет чай с печеньками. Вот я по себе могу сказать, что лыжами уже просто физически нагрузки очень большие, да, там по 600 километров в месяц надо было, там по 700, объемы такие делать. Просто уже возраст подошел, что такие объемы я уже перестал выносить, постоянно на обезболивающих. Ну, решил не то, что совсем со спортом завязать, ну, немножко сбавить темп. Иногда даже там лето и отдохнешь. Но вот я понял, что если вообще перестаешь заниматься спортом, в нашем положении, имеется в виду инвалиды с травмой позвоночника, болеть начинаешь больше. То есть это какая-то апатия, не знаю, болячки вылазят. И вот стоит немножко опять, я форму набрал, в принципе, простуда не липнут, да, там какие-то там, если не перегружаешься, в принципе, и суставы нормальные. Потому что у меня было положение, что я ходить, на небольшие расстояния, там 200-300 метров, все, спина ноет, ноги отказывают. И вот я говорю, занятия все-таки спортом дают возможность жить полноценной жизнью, активной. Вот и ребятам хочу сказать, что, наверное, не каждому дано, да, быть паралимпийским чемпионом, чемпионом мира, но себя содержать в порядке, физическом порядке, моральном, я думаю, это доступно каждому. И это зависит только от человека самого. То есть детей, наверное, их надо любить, да, но не жалеть. Надо, чтобы ребенок с детства понял, что только изнурительным трудом
можно добиться чего-то, несмотря на состояние. Можно же посмотреть, сколько выдающихся людей, слепых, там, на колясках, которые добились в жизни очень больших высот, которым даже здоровым людям, не всем, наверное, позволено. То, что они могут делать сами, они должны это делать сами. Не надо там гиперопеку. Гиперопека вылезет потом боком. То есть, когда вырастет человек уже не приспособленный к жизни, ну, будет гораздо сложнее жить и добиваться чего-то, чем человек, который с детства привык, любит работать, добьется всего.